Здравствуйте, дорогие рукодельницы, подписчики и гости канала. Я рада, что вы зашли на мой канал «Мир рукоделия и творчества». Меня зовут Елена. И сегодня я хочу предложить к вашему вниманию мастер-класс по вязанию вот таких узоров. Будет связано мною два замечательных узора, которые вяжутся очень легко и просто. Особенно эти видеоуроки будут полезны для тех, кто только-только начал осваивать технику вязания крючком. И в этом видео я буду подробно рассказывать и показывать, каким образом вяжутся вот этих два узора. Первый узор из мастер-класса. Этим узором связан это основной узор вязания жакета, который вы видите на фото. И вторым узором вот такой вот квадратный мотив, украшены манжеты рукава и низ жакета. Эти узоры очень красивые, ажурные, легко и быстро вяжутся. Даже их сможет связать любая начинающая вязальщица. И в то же время они очень-очень красивые. Для вязания жакета нам понадобятся схемы. Схемы вы можете увидеть по ходу демонстрации видео, просмотра видео и в конце видео. Они также все размещены. Схема есть на основной узор жакета, узор номер 1, квадратный мотив, а также есть схема, каким образом вяжется декоративная кайма, которая соединяет узор номер 1 с узором номер 2. И есть схема по вязанию, закруглению оката рукава. Данный мастер-класс я подготовила только для тех, кто учится и хочет научиться вязать крючком и не умеет читать схемы. Полный мастер-класс я смогу подготовить, если на данную модель наберется большое количество лайков. Мои подписчики будут участвовать в голосовании по выбору модели, на которую я сделаю обзорный мастер-класс. Будем вязать вместе от начала и до конца. Выбирают модель на выбор только подписчики канала путем голосования. Та модель, которая представлена у меня на канале и получила большое количество лайков, будет выбрана моими подписчиками, и я организую полный мастер-класс по вязанию модели. А здесь в этом видео я только показываю, каким образом вяжутся вот этих два узора, а также даю рекомендацию по выбору и подборе пряжи. То есть пряжу, которую вы увидите сейчас в видео, можно заказать, подобрать, заказать любого цвета. Все ссылки на пряжу вы можете посмотреть в описании под видео в инфобоксе. Проходите по ссылочкам, выбирайте пряжу, цвет пряжи и пишите мне в сообщение, какую пряжу вы хотите выбрать для вязания данного жакета. Вязать образцы я буду из пряжи нежная, торговая марка Пехорка, страна производства Россия. Состав у пряжи 50% хлопок, 50% акрил. Метраж 50 грамм, 150 метров. Вязать я буду крючком номер 2. Кловер, производство Япония. Эту пряжу я не рекомендую со своей стороны для вязания жакета, так как она немножко толстая. И я ее выбрала только для того, чтобы показать
каким образом вяжутся вот эти узоры, так как пряжа, она светлая и средней толщины для удобства, чтобы вам было легко смотреть технику вязания узора. Почему не рекомендую? Потому что, видите, образец, который я связала, он немножко фалдит. И я исправила все погрешности вязания после того, как отпарила данный образец. И все недочеты, они сгладились. Пряжу для вязания жакета я рекомендую приобрести от 240 220-300 метров. И лучше мерсеризованный хлопок, чтобы жакет держал форму. Жакет или кофточка. Ссылки на пряжу, я уже говорила, вы найдете в описании под видео. А сейчас в процессе просмотра видео я вам покажу пряжу, которую я со своей стороны рекомендую вам приобрести для вязания такого замечательного жакета. Еще раз повторюсь, если вам понравилась модель, ставьте пальчики вверх, лайки. И если данная модель наберет большое количество голосов, я ее включу как в перечень, где вы будете уже голосовать по выбору моделей, которую мы будем с вами вязать вместе. И я организую мастер-класс по вязанию. Приступаем к вязанию узоров и просмотра пряжи, чтобы выбрать пряжу для себя и сделать правильный выбор. Подписывайтесь на канал, включайте колокольчик, чтобы не пропустить выход новых серий мастер-классов, а также голосовать на канале и выбирать вместе с нами модели, которые мы будем вязать вместе с вами на канале. Приступаем к вязанию первого ряда. Схему читаем справа налево. 3 воздушных петельки подъема, 1 столбик с одним накидом, пропускаем 2 петельки цепочки и далее будем вязать 9 раз по 3 столбика с одним накидом. Значит, 2 воздушных петельки, 3 столбика с одним накидом, в каждую петельку воздушной цепочки 2 воздушных петельки, пропускаем 2 петельки цепочки и провязываем в каждую петельку по одному столбику с одним накидом. Получается элемент, состоящий из 3 столбиков с одним накидом. 2 воздушных петельки и продолжаем вязание. То есть у нас в образце будет 3 столбика с одним накидом повторяться 9 раз. Я набрала цепочку из воздушных петелек и приступаю к вязанию первого ряда. 1, 2, 3 петельки цепочки пропускаю, делаю накид и в 4-ю петельку цепочки провязываю 1 столбик с одним накидом. Провязала. 2 воздушных петельки, 1, 2, пропускаю 2 петельки цепочки, 1, 2, и в 3-ю петельку я вяжу
столбик с одним накидом. В следующую петельку цепочки я вяжу еще один столбик с одним накидом. Это уже второй по счету столбик с одним накидом. В следующую петельку цепочки вяжу еще один столбик с одним накидом. Получилось у нас 3 столбика с одним накидом. 2 воздушных петельки, 1, 2. Пропускаю 2 петельки цепочки, 1, 2. В третью петельку вяжу столбик с одним накидом. Во вторую петельку вяжу второй столбик с одним накидом. В третью петельку цепочки провязываю третий столбик с одним накидом. У нас получилось 2 элемента по 3 столбика с одним накидом. 2 воздушных петельки, пропускаю 2 петельки цепочки, вяжу первый столбик с одним накидом. В третью петельку цепочки, во вторую петельку вяжу второй столбик с одним накидом. И в третью петельку вяжу третий столбик с одним накидом. 2 воздушных петельки и вяжу таким образом до конца ряда. У меня должно получиться 1, 2, 3. Вот связано. И еще я должна связать 6 вот таких элементов по 3 столбика с одним накидом. В итоге должно получиться 9 элементов по 3 столбика с одним накидом. Заканчиваю вязать первый ряд. 2 воздушных петельки, 1, 2. Пропускаю 2 петельки цепочки и в третью провязываю 1 столбик с одним накидом в третью петельку цепочки. Во вторую петельку цепочки провязываю второй столбик с одним накидом. Закончили вязать первый ряд. У меня получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 элементов. И по бокам, то есть сначала и в конце ряда у меня по 2 столбика с одним накидом. Приступаем к вязанию второго ряда. 3 воздушных петельки, подъема, 2 соединительных петельки, в итоге получается 5 петелек. Вяжем 1 столбик с одним накидом, в крайнюю петельку 1 воздушная петелька, в каждый столбик с одним накидом предыдущего ряда вяжем по 1 столбику с одним накидом. Получается 3 столбика с одним накидом. 1 воздушная петелька, во второй столбик с одним накидом предыдущего ряда первого провязываем 1 столбик с одним накидом, 3 воздушных петельки и в это же основание во второй столбик с одним накидом первого ряда провязываем еще 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька, в каждый столбик с одним накидом первого ряда провязываем по вершину столбика по 1 столбику с одним накидом. 1 воздушная петелька и заканчиваем вязать в третью петельку подъема 1 столбик с одним накидом, 2 воздушных петельки и заканчиваем в эту же воздушную петельку провязываем 1 столбик с одним накидом. Приступаем к вязанию второго ряда. 1, 2, 3 воздушных петельки, подъема, 2 петельки соединительные. У нас должна получиться цепочка из 5 воздушных петелек. Разворачиваю вязание. Теперь в эту же вершину крайнего последнего столбика с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом. Получилась вот такая галочка. 1 воздушная петелька, в вершину каждого столбика с одним накидом провязываем по 1 столбику с одним накидом. Должно получиться 3 столбика с одним накидом. Вершину первого столбика с одним накидом
вяжу 1 столбик с одним накидом. Вершину второго столбика с одним накидом провязываю столбик с одним накидом. Вершину третьего столбика с одним накидом предыдущего ряда провязываю столбик с одним накидом. Получилось 3 столбика с одним накидом. 1 воздушная петелька. Вершину второго столбика с одним накидом предыдущего ряда провязываем 1 столбик с одним накидом. 3 воздушных петельки. 1, 2, 3. В это же основание в вершину второго столбика первого ряда провязываю второй столбик с одним накидом. Получилась вот такая галочка. После галочки 1 воздушная петелька, провязали, и в вершину каждого столбика с одним накидом первого ряда провязываем по 1 столбику с одним накидом. В вершину первого столбика с одним накидом первого ряда провязываем 1 столбик с одним накидом. Вершину второго столбика с одним накидом первого ряда провязываю второй столбик с одним накидом. Вершину третьего столбика с одним накидом первого ряда провязываю третий столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. В вершину второго столбика с одним накидом провязываю галочку. Галочка вяжется таким образом. То есть провязываем вершину второго столбика столбик с одним накидом. 3 воздушных петельки. 1, 2, 3. И в это же основание, это вершина второго столбика с одним накидом первого ряда, провязываю второй столбик с одним накидом. И повторяем элементы, то есть 3 столбика с одним накидом, 1 воздушная петля, галочка, 1 воздушная петля, 3 столбика с одним накидом, 1 воздушная петля, галочка, и чередуется галочка и 3 столбика с одним накидом. Повторяем вязание до конца ряда. Заканчиваем вязание второго ряда таким образом. Провязали последних 3 столбика с одним накидом, 1 воздушная петелька, 1, и в третью петельку подъема я провязываю 1 столбик с одним накидом, 2 воздушных петельки, и в эту же петельку я провязываю второй столбик с одним накидом. Вот что у меня получилось. Читаем третий ряд, схему третьего ряда. 3 воздушных петельки подъема, в арочку из цепочки из 2 воздушных петелек провязываем 3 столбика с одним накидом. 1 воздушная петелька, в вершину второго столбика с одним накидом второго ряда провязываем 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька, в арочку из цепочки, которая состоит из 3 воздушных петелек, провязываем 7 столбиков с одним накидом. 1 воздушная петелька, в вершину столбика с одним накидом второго ряда провязываем 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька, и заканчиваем вязать, то есть вот в эту арочку цепочки из 2 воздушных петель провязываем 4 столбика с одним накидом. Приступаем к вязанию третьего ряда по схеме. 1, 2, 3. 3 петельки подъема. Разворачиваем вязание. В арочку из цепочки из 2 петелек в это отверстие провязываем 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4. 1 воздушная петелька, в вершину столбика с одним накидом второго столбика провязываю 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька, в арочку, вот в вершину галочки, там, где у нас 3 воздушных петельки, провязываю в эту арочку
7 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 воздушная петелька, вершину второго столбика с одним накидом второго ряда провязываю 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька, в арочку из цепочки из 3 воздушных петелек второго ряда провязываю 7 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Такая вот ракушечка получилась. 1 воздушная петелька, в вершину второго столбика с одним накидом второго ряда провязываю 1 столбик с одним накидом. Провязала. 1 воздушная петелька, в арочку из цепочки из 3 воздушных петелек второго ряда провязываю 7 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Таким образом вяжем до конца 3-го ряда. Заканчиваем вязание 3-го ряда. То есть вот после столбика с одним накидом 1 воздушная петелька и в арочку из цепочки провязываем 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4. Закончили вязать 3-й ряд по схеме. Приступаем к чтению схемы 4-го ряда. 3 воздушных петельки подъема. В первый столбик с одним накидом провязываем 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. В вершину столбика с одним накидом провязываем 1 столбик с одним накидом, 3 воздушных петельки и в эту же вершину провязываем еще 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька, 2 первых столбика пропускаем и в 3-й столбик с одним накидом в вершину столбика провязываем 1 столбик с одним накидом. В вершину 4-го столбика с одним накидом провязываем 2 столбик с одним накидом. В вершину 5-го столбика с одним накидом 3-го ряда провязываем 3 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. В вершину столбика с одним накидом провязываем 1 столбик с одним накидом, 3 воздушных петельки. В эту же вершину столбика с одним накидом 3-го ряда провязываем 2 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька и заканчиваем вязать 2 столбиками с одним накидом. Последних 2 столбика с одним накидом. Приступаем к вязанию 4-го ряда. 3 воздушные петельки, 1, 2, 3. Разворачиваю вязание и в первый столбик с одним накидом в вершину провязываю 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. В вершину столбика с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом. 3 воздушных петельки. 1, 2, 3. В эту же вершину столбика с одним накидом провязываю 2 столбик с одним накидом. Получилась вот такая галочка, состоящая из 2 столбиков с одним накидом. Между столбиками 3 воздушных петельки. 1 воздушная петелька. В 3-й столбик, в вершину 3-го, то есть в вершину 2-го столбика 1, 2 пропускаем и уже в 3-й столбик, в вершину 3-го столбика
третьего ряда провязываем 1 столбик с одним накидом. Вершину четвертого столбика провязываем 1 столбик с одним накидом. Вершину, так, это у нас 1, 2, 3, 4, пятого столбика провязываем 1 столбик с одним накидом. Получилось у нас 3 столбика с одним накидом. 1 воздушная петелька. Вершину столбика с одним накидом третьего ряда провязываем 1 столбик с одним накидом. 3 воздушных петельки. 1, 2, 3. И в эту же вершину столбика с одним накидом провязываем еще 1 столбик с одним накидом. Получилась галочка. 1 воздушная петелька. Вершину третьего столбика с одним накидом, то есть пропускаем первых 2 столбика. 1, 2. И в вершину третьего столбика провязываю 1 столбик с одним накидом. Вершину четвертого столбика провязываю еще 1 столбик с одним накидом. Это по счету будет второй. И третий столбик с одним накидом провязываем вершину пятого столбика с одним накидом предыдущего ряда. 1 воздушная петелька. Вершину столбика с одним накидом провязываем столбик с одним накидом. Сейчас будем вывязывать галочку. 3 воздушных петельки. 1, 2, 3. И в эту же вершину столбика с одним накидом провязываем второй столбик с одним накидом. Получилась вот такая галочка. Повторяем вязание до конца ряда. Так, 4-й ряд заканчиваем. Галочку провязала, 1 воздушная петелька. И во второй, то есть это предпоследний вершину предпоследнего столбика с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом. И в третью петельку цепочки, то есть подъемную петельку, у нас была петельки подъема, провязываю 1 столбик с одним накидом. Закончили вязать 2 столбиками с одним накидом. Читаем схему 5-го ряда. 4 воздушных петельки и в арочку из цепочки из 3 петелек вяжем 7 столбиков с одним накидом. 1 воздушная петелька. Во второй столбик вершину вяжем 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. В арочку цепочки вяжем 7 столбиков с одним накидом. 1 воздушная петелька и в самый последний столбик провязываем столбик с одним накидом. Так, вяжем 5-й ряд по схеме. 1, 2, 3, 4. Провязали цепочку из 4 воздушных петелек. Разворачиваю вязание. И вот вершину арки вот провязываем 7 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 столбиков с одним накидом. 1 воздушная петелька. В вершину второго столбика с одним накидом 4-го ряда провязываем 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. В арочку из цепочки из 3 воздушных петелек вяжем 7 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 столбиков с одним накидом провязала. 1 воздушная петелька. В вершину второго столбика с одним накидом 4-го ряда провязываем 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. В арочку из цепочки вяжем 7 столбиков с одним накидом. И продолжаем вязание. Чередуем ракушку, 1 столбик с одним накидом, ракушку, столбик с одним накидом и так далее до конца ряда. Заканчиваем вязание 5-го ряда. Ракушечку провязали, 1 воздушная петелька и в последнюю, то есть третью петельку подъема провязываю 1 столбик с одним накидом. Все. Закончили вязать 5-й ряд. Читаем схему
шестого ряда. Шестой ряд — это повторение второго ряда. Седьмой ряд — повторение третьего ряда. Восьмой ряд — повторение четвертого и так далее. Узор очень вяжется легко и просто. И вы в этом сами убедитесь, если начнете его вязать. Шестой ряд. 3 воздушных петельки подъема, 2 соединительных, и в последний столбик с одним накидом вяжем 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. В вершину третьего столбика с одним накидом вяжем первый столбик с одним накидом. В вершину четвертого столбика с одним накидом вяжем второй столбик с одним накидом. В вершину пятого столбика с одним накидом вяжем третий столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька, и в вершину столбика с одним накидом пятого ряда провязываем галочку. Галочка вяжется. А в вершину столбика с одним накидом пятого ряда вяжем 1 столбик с одним накидом, 3 воздушных петельки, и в эту же вершину столбика с одним накидом вяжем второй столбик с одним накидом. Далее у нас идет 1 воздушная петелька. В вершину третьего столбика с одним накидом пятого ряда провязываем первый столбик с одним накидом. В вершину четвертого столбика с одним накидом пятого ряда провязываем второй столбик с одним накидом. В вершину пятого столбика с одним накидом пятого ряда провязываем третий столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька, и в третью петельку подъема провязываем галочку. Это 1 столбик с одним накидом, 2 воздушные петельки, и заканчиваем вязать 1 столбиком с одним накидом в это же основание. Приступаем вязать к вязанию шестого ряда. Это у меня будет последний. Я за кадром свяжу последующие ряды следующие и покажу вам в результате, что у меня получилось. Сделаем замеры. Шестой ряд. 3 воздушных петельки, как обычно. 1, 2, 3. 2 петельки подъема, соединительных, разворачиваю вязание и вяжу в эту же вершину, где мы начало набора петелек подъема, и столбик с одним накидом. Получилась вот такая галочка. 1 воздушная петелька. Отсчитываем 2 столбика с одним накидом пятого ряда, и в третью вершину, то есть в третий столбик с одним накидом пятого ряда вяжем 1 столбик с одним накидом. В вершину четвертого столбика с одним накидом пятого ряда вяжем второй столбик с одним накидом. В вершину пятого столбика с одним накидом пятого ряда вяжем в шестом ряду еще 1 третий столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. И в вершину столбика с одним накидом будем вязать галочку. Галочка вяжется таким образом. В вершину столбика с одним накидом провязываем 1 столбик с одним накидом. Первый столбик. 3 воздушных петельки. 1, 2, 3. И в это же основание в вершину столбика с одним накидом пятого ряда провязываем второй по счету столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. Пропускаем в ракушке 2 первых столбика с одним накидом, и в вершину третьего столбика с одним накидом провязываем первый столбик с одним накидом. В вершину четвертого столбика с одним накидом провязываем второй столбик с одним накидом. В вершину пятого столбика с одним накидом провязываем третий столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. Вяжем галочку в вершину столбика с одним накидом пятого ряда. В вершину столбика с одним накидом вяжем 1 столбик с одним накидом. 3 воздушных петельки. 1, 2, 3. И в это же основание в вершину столбика с одним накидом провязываю второй столбик с одним накидом. Связалась у нас вот такая галочка. 1 воздушная петелька. И
вершину третьего столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Вот третья вершина столбика. Вяжем 1 столбик с одним накидом. Первый столбик с одним накидом. В следующую вершину, в вершину четвертого столбика с одним накидом, вяжем второй столбик с одним накидом. В пятый столбик, в вершину этого столбика пятого, провязываем третий столбик с одним накидом. И далее вяжем галочку, то есть чередуется галочка, после галочки 1 воздушная петля и 3 столбика с одним накидом. Вяжем до конца ряда. Провязала я до конца 6-го ряда, и надо теперь закончить 6-й ряд. То есть после 3 столбиков с одним накидом я провязываю 1 воздушную петельку, и вот здесь у нас было связано 1, 2, 3, 4 воздушных петельки. Я в 3-ю петельку цепочки, то есть 1, 2, 3, провязываю 1 столбик с одним накидом. 2 воздушные петельки, 1, 2. И в это же основание, то есть в 3-ю петельку цепочки, я провязываю 2 столбик с одним накидом. Смотрите, как красота. То есть мы с вами провязали 1, 2, 3, 4, 5, 6 рядов. 6-й ряд, я повторюсь, что это повторение 2-го ряда. 7-й ряд повторение 3-го. 8-й ряд повторение 4-го. То есть все очень легко и просто. Я вяжу за кадром и показываю вам, что у меня получилось. Связала я вот такой красивый образец. Вот по этой схеме. За кадром у меня было связано всего 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 рядов. Посмотрите, какая красота получилась. Давайте измерим с вами, какие размеры связанного образца. Ширина 14 сантиметров и высота 12 сантиметров. В образце было 1, 2, 3, 4. 4 полных ракушки и 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 элементов, столбики с одним накидом. То есть по 3 столбика, вот таких 3 столбика повторяется 9 раз. И 4 ракушки в ряду. Вот такой замечательный узор. Вязала я данный образец из пряжи нежная. Торговая марка Пехорка, производство пряжи Россия. Состав 50% акрил, 50% хлопок. Метраж 50 грамм, 150 метров. И крючок для вязания использовала номер 2. Производство Япония, Кловер. Класс на образец номер 1 я вам уже показала в первой части видео. Сейчас приступим к вязанию образца номер 2. Вот такой вот замечательный красивый мотив, квадратный. При помощи этого мотива украшен низ жакета и манжеты рукава. Количество мотивов зависит от размера вязаного жакета и толщины пряжи и размера крючка. Вязать я буду данный мотив опять же из пряжи нежная, торговая марка Пехорка, страна производства Россия, состав 50% хлопок, 50% акрил, метраж 50 грамм, 150 метров и крючок номер 2, торговая марка Кловер, страна производства Япония. Сейчас я вам покажу полный мастер-класс, подробный по вязанию каждого ряда вот такого замечательного мотива. Очень красивый мотив. Таким образом он выглядит с лицевой и с изнаночной стороны. Давайте сразу же вам покажу размеры.
готового образца. Этот образец я отпарила. Размер 10 на 10 сантиметров. Но для вязания жакета, как на фото, я не рекомендую вам использовать эту пряжу, так как она, по моему мнению, очень немножко толстовата. Все-таки метраж нужно брать побольше. Здесь метраж 150. Можно использовать пряжу метраж от 240 метров и больше. 240-300 метров. Пряжу для вязания данного жакета вы уже видели в начале видео. Я вам показывала свои рекомендации по подбору пряжи. А этой пряжи я вязала для того, чтобы вам наглядно показать, чтобы было видно, каким образом я вяжу данные узоры. Выбрала пряжу наиболее такую подходящую, потолще, и чтобы цвет пряжи был светлый. И вам было удобно смотреть мой мастер-класс по вязанию узоров. Приступаем к вязанию мотива узора номер 2. Начальный ряд — это у нас будет цепочка из 8 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Цепочка связана, и последнюю петельку цепочки я соединяю со второй петелькой при помощи такого вот соединительного столбика без накида. Далее по кругу цепочки я провязываю 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И соединительной петелькой я соединяю при помощи вот такого соединительного столбика первую петельку и последнюю, чтобы круг был ровный, то есть выравниваю круг. Приступаю к вязанию второго ряда. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. 3 соединительных петельки. 1, 2, 3. Получилась цепочка из 6 воздушных петелек. Далее мы вяжем в каждую петельку первого ряда, то есть вершину столбика без накида, по одному столбику с одним накидом. Должно получиться 12 столбиков с одним накидом. Первые 3 петельки подъема мы засчитываем за первый столбик с одним накидом. У меня провязано 2 столбика с одним накидом. 3 воздушных петельки, и в следующую петельку, а это вершина столбика без накида первого ряда, я провязываю 3 по счету столбик с одним накидом. 3 воздушных петельки, и уже в следующую петельку я провязываю 4 столбик с одним накидом. И так далее вяжем до конца второго ряда. 3 воздушных петельки, 1 столбик с накидом. 3 воздушных петельки, 1 столбик с накидом. Столбик с накидом, провязываем вершину столбика без накида первого ряда. 3 воздушных петельки, 1 столбик с накидом. Вяжем до конца ряда, и у нас должно с вами получиться 12 столбиков с одним накидом. Между столбиками с одним накидом по 3 воздушных петельки. Проверяем
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И заканчиваю вязать я второй ряд, 3 воздушных петельки. И при помощи соединительной петельки 1, 2, 3 я в третью петельку подъема вот этой цепочки соединяю третью петельку с петелькой, которая у меня была на крючке. Закончили вязать второй ряд. Приступаем к вязанию третьего ряда. Я при помощи соединительной петельки в первую петельку цепочки, которая у нас из 2 петелек, провязала 1 соединительный столбик и далее вяжу 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Теперь между столбиками с накидом я вяжу еще 2 столбика с одним накидом. У меня должно получиться 3 столбика с одним накидом. 3 петельки подъема мы засчитываем как за первый столбик с одним накидом. Далее 2 воздушных петельки, 1, 2, и между следующими столбиками с одним накидом провязываю еще 3 столбика с одним накидом. 2 воздушных петельки. Далее опять же между столбиками с одним накидом провязываю еще 3 столбика с одним накидом. 2 воздушных петельки и между столбиками с одним накидом провязываю 3 столбика с одним накидом. 2 воздушных петельки, между столбиками с одним накидом провязываю 3 столбика с одним накидом. Таким образом я вяжу до конца третьего ряда. Заканчиваю вязать третий ряд, 3 столбика с одним накидом, 2 воздушных петельки и ввожу в крючок в третью петельку подъема, соединяю все соединительным столбиком. Приступаем к вязанию четвертого ряда. 3 воздушных петельки, 1, 2, 3. И в эту же петельку, третью петлю подъема, я провязываю еще 1 столбик с одним накидом. В вершину второго столбика с одним накидом третьего ряда я вяжу третий по счету столбик с одним накидом. В вершину третьего столбика с одним накидом третьего ряда провязываю 2 столбика с одним накидом. Получается у нас 5 столбиков с одним накидом. 2 воздушных петельки. В вершину первого столбика с одним накидом третьего ряда провязываю 2 столбика с одним накидом с общим основанием. В вершину второго столбика с одним накидом третьего ряда провязываю 1 столбик с одним накидом. В вершину третьего столбика с одним накидом третьего ряда провязываю 2 столбика с одним накидом с общим основанием. Получилось 5 столбиков с одним накидом. 2 воздушных петельки и вяжем аналогичным образом до конца четвертого ряда. 2 столбика с одним накидом с общим основанием в вершину первого столбика с одним накидом третьего ряда. Во второй столбик мы вяжем 1 столбик с одним накидом и в третий столбик вяжу 2 столбика с одним накидом с общим основанием. Продолжаем вязать до конца четвертого ряда. Вязать четвертый ряд следующим образом. 5 столбиков с одним накидом, 2 воздушные петельки и соединяем с третьей петелькой подъема соединительным столбиком без накида, то есть одним столбиком без накида. Приступаем к вязанию пятого ряда. 3 воздушных петельки подъема, они засчитываются как за первый столбик с одним накидом. Далее
В каждый столбик с одним накидом в вершину мы провязываем по одному столбику с одним накидом, но не до конца. Оставляем одну петельку на крючке. Так, первый, второй, третий столбик с одним накидом, 3 петельки на крючке. Четвертый столбик с одним накидом, 4 петельки на крючке. Пятый столбик с одним накидом, 5 петелек на крючке. Теперь при помощи рабочей нити мы все эти петельки соединяем, и на крючке у нас получается всего лишь одна петелька. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Связали цепочку из 5 воздушных петелек. Теперь эту цепочку соединяем при помощи столбика без накида. Столбик без накида мы провязываем между столбиками с одним накидом четвертого ряда, там, где у нас была связана цепочка из 2 воздушных петелек. Провязали один столбик без накида. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Получилась вот такая цепочка. И опять же в каждый столбик с одним накидом 4-го ряда, вершину каждого столбика мы провязываем по одному столбику с одним накидом, но каждый столбик мы не довязываем до конца, а оставляем по одной петельке на крючке. В данном случае у нас получилось 6 петелек. Мы при помощи рабочей нити соединяем все эти петельки, все 6 петелек в одну. На крючке 1 петелька. Цепочки из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Соединяем эту цепочку при помощи столбика без накида. Столбик без накида вяжется в арку из цепочки, состоящую из 2 воздушных петелек 4-го ряда. Таким образом мы провязываем все лепестки до конца ряда. Заканчиваю вязать 5-й ряд следующим образом. Вяжу цепочку из 5 воздушных петелек. Так, 1, 2, 3, 4, 5. И соединяю ее при помощи столбика без накида в арку из цепочки, которая была связана в 5-м ряду, 2 воздушных петельки. Далее соединительными столбиками, то есть столбиками без накида, я поднимаюсь кверху по цепочке, которая у нас из 5 петелек, дохожу до середины. Таким образом здесь останавливаюсь и вяжу цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Эту цепочку я соединяю с вершины арки цепочки предыдущего ряда, то есть 5-го ряда. 1, 2, 3, 4, 5. И опять же соединяю столбиком без накида. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петелек. Соединяю при помощи столбика без накида. Столбик без накида вяжу вершину арки цепочки. 1, 2, 3, 4, 5. Соединяю эту цепочку при помощи столбика без накида, провязанного в вершину арки 5-го ряда. 1, 2, 3, 4, 5 цепочка. И опять же соединяю столбиком без накида в вершину арки предыдущего ряда. То есть вот первый лепесток, второй, третий. Между 3-м и 4-м лепестками мы вяжем цепочку из 9 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И присоединяем ее при помощи столбика без накида. А столбик без накида мы вяжем вершину арки цепочки из 5 воздушных петелек 5-го ряда. 1, 2, 3, 4, 5 цепочка. Соединяем столбиком без накида в арку цепочки 5-го ряда. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных, то есть цепочка из воздушных петелек соединяем при помощи столбика без накида.
Раз, два, три, четыре, 5 воздушных петелек. Провязываем столбик без накида в арку цепочки предыдущего ряда. Раз, два, три, четыре, 5 воздушных петелек. Провязываем столбик без накида в арку цепочки предыдущего ряда. Раз, два, три, четыре, 5 цепочка. Провязываем столбик без накида в арку цепочки предыдущего ряда. И опять же между раз, два, три, между третьим лепестком и четвертым провязываем цепочку из 9 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И соединяем ее со следующей аркой, с вершины арки цепочки из 5 петелек предыдущего ряда. Вот у нас должно быть связано до конца ряда 4 раза цепочкой из 9 воздушных петелек. Вот мы с вами связали уже 2 таких цепочки. Далее вяжем аналогичным способом до конца 6-го ряда. Заканчиваю вязать ряд 6 следующим образом. Цепочка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 петелек. И соединяю ее при помощи соединительной петельки. Соединительную петельку я вяжу в вершину столбика без накида 5-го ряда. Приступаю к вязанию 7-го заключительного завершающего ряда. Я при помощи соединительных петелек поднимаюсь по цепочке кверху до середины. На середине я останавливаюсь. Вот я провязала 3 соединительных петельки. 1, 2, 3. Вяжу цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И соединяю столбиком без накида. Следующая цепочка 1, 2, 3, 4, 5. Из 5 воздушных петелек соединяю ее при помощи столбика без накида. Столбик без накида вяжу в вершину арки цепочки 6-го ряда. Далее следующая арка у нас из 5 воздушных петелек. Опять ее соединяю при помощи столбика без накида. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петелек. И соединяю эту цепочку при помощи столбика без накида в вершину арки 6-го ряда. Далее 2 воздушных петельки и провязываю первую партию столбиков с одним накидом. Столбики с одним накидом я вяжу в вершину арки цепочки, цепочка, которая была из 9 воздушных петелек. Провязываем 5 столбиков с одним накидом. Первая партия столбиков провязана. Далее 4 воздушных петельки. 1, 2, 3, 4. Вяжем вторую партию столбиков с одним накидом. Должно быть 5 столбиков с одним накидом. Это вторая партия столбиков. Всего получается 10 столбиков с одним накидом. Мы связали первую вершину квадрата. Приступаем к вязанию второй вершины квадрата. Так, 2 воздушных петельки, 1 столбик без накида, 5 воздушных петелек. Цепочку связали, соединили ее при помощи столбика без накида. Столбик без накида вяжем в арку цепочки предыдущего ряда. 1, 2, 3, 4, 5. Соединили столбиком без накида. 1, 2, 3, 4, 5 цепочка. Соединили ее столбиком без накида в арку цепочки предыдущего ряда. 1, 2, 3, 4, 5. И соединили при помощи столбика без накида. Далее между вот этими вершинами у нас получилось 5. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6 звеньев. То есть 6 цепочек.
Первая цепочка это 2 воздушных петельки. И 1, 2, 3, 4 звена, арочки, состоит из 5 воздушных петелек. И 6-е звено, арочка, у нас 2 воздушных петельки. И дальше переходим вязать вершину квадрата, который состоит из 10 столбиков с одним накидом, между которым, то есть вот первых 5 столбиков с одним накидом я провязываю, вяжу цепочку из 4 воздушных петелек и вяжу вторую партию столбиков с одним накидом в количестве 5 штук, 5 столбиков. Все. Вторая вершина квадрата связана. Аналогичным образом мы довязываем 7-й ряд до конца. Заканчиваю вязать 7-й ряд следующим образом. Провязала вторую партию столбиков с одним накидом, 2 воздушные петельки и соединяю при помощи соединительного столбика со столбиком без накида, получается, 6-го ряда. Вот такой мотив я связала. Вот видите, как он фалдит. В процессе вязания вот у меня такой вот волнистый мотив получился. У вас может быть также, но ничего страшного. В моем случае просто не подходит пряжа для вязания узора. Она немножко как бы толстовата для данного узора, мотива. Но можно все исправить и в процессе отпаривания. Если сравнить 2 образца, все погрешности вязания исправляются. То есть вот этот образец после отпаривания, а этот образец после вязания. То есть я вам показываю, то есть 2 образца. То есть ничего страшного, все можно исправить, отпарить, и все будет ровненько, красиво, все петельки лягут на место, и полотно будет гладкое, ровное, без изъянов. Но в свою очередь пряжу, из которой я вязала образцы, не рекомендую использовать для вязания жакета, которую вы видите на фото. То есть для этого жакета пряжа нежная не подходит. Мастер-класс подошел к концу. Я связала 2 образца. Первый образец это основной узор для жакета. Второй образец мотив. Этими мотивами оформлен и декорирован низ жакета, а также связаны манжеты, рукава. Переход от одной части, то есть от основного узора к мотивам, то есть есть схема в конце видео. Это декоративная кайма. Эту кайму вы можете связать по схеме, которая имеется в конце видео. Подписывайтесь на канал, включайте колокольчик, чтобы не пропустить выход новых серий мастер-классов, а также очень полезной и ценной информации, распаковка заказов, обзоры пряжи. Я думаю, что каждый подписчик и гость канала найдет для себя что-нибудь интересное на моем канале «Мир рукоделия и творчества». С вами была Елена. Всем пока-пока. До новых встреч на новых мастер-классах.